Здравствуй, я твоя мышка, я твоя мышка, я тебя съем. Вашему вниманию предлагается стереофонический магнитофон Saturn 202 2S стерео, продолжающий фирменную серию Saturn. Фактически, свою историю магнитофон начинает с 1983 года, когда появилась модель Saturn 202, а затем в процессе выпуска как в схему магнитофона, так и во внешний вид вносили небольшие изменения и добавляли к цифровому коду дополнительные цифры с единицы по тройку. Но сегодня разговор о модели 202.2, выпускавшейся с 1985 года. Во время своей учебы в ПТУ, или как сейчас стало модным говорить, в профессиональном колледже на радиомеханика, я впервые его увидел, вернее их, так как их было довольно много и использовались они в качестве подопытных учебных пособий. То ли состояние у них было весьма плачевное, то ли ушатать их уже успели, а дело было в 2001 году. Но мне они не понравились, изначально внешне. Для меня выглядит довольно спорно комбинация этих цветов, особенно в сочетании с крышкой цвета томатной пасты, хотя крышки бывают и черные. Магнитофон весит 18 кг и является по сути очередной реинкарнацией УПМ-34, лентопротяжного механизма, выпускаемого еще с начала 70-х годов. Хотя тут его перевели для работы из горизонтального в вертикальное положение и добавили автостоп по окончанию или обрыве ленты. За это отвечает вот эта железка, которая, когда нет ленты, замыкает контакты и механизм полностью отключается. При этом даже ручка рода работ с бряцанием возвращается в исходное положение. Также после окончания ленты, или если после включения магнитофона в сеть примерно в течение 2 минут вы ничего с магнитофоном не делаете, реле времени автоматически отключает магнитофон от сети. Чудеса да и только. Потребляет он от сети 90 Вт. Кнопочки, кстати говоря, включаются очень и очень мягко. А вот индикаторы мне нравятся. Они с подсветкой, символизирующие включение аппарата. На них даже есть название магнитофона, прям фирма. В магнитофоне имеется пара встроенных динамиков справа и слева корпуса, и воспроизводят они, как и положено, каждый свой канал. При воспроизведении одной дорожки с ленты звук воспроизводится обоими динамиками, но устанавливались они не во все экземпляры. Так как все-таки предполагалось, что работать он должен на внешней колонке. Максимальная мощность усилителя 28 Вт, и колонки инструкция советовала мощностью не менее 30 Вт, например такие. Диапазон воспроизводимых частот на 19 скорости от 40 до 20 тысяч Гц, на 9 от 63 до 12,5 тысяч. Электроника в магнитофоне довольно удобно расположена. Ко всем платам довольно легко подобраться, либо же вообще вынуть для ремонта, выкрутив несколько винтов крепления к корпусу. Электронная схема выполнена полностью на транзисторах, без применения микросхем. В усилителе в качестве выходных транзисторов использовано 4 штуки КТ-808АМ. Но вот что мне больше всего не понравилось, так это шумный он сильно. Работу паразитного ролика очень хорошо слышно, да еще и пластиковый корпус добавляет к этому. Максимальный размер применяемых катушек номер 18. Была еще одна модернизация этой модели. Магнитофон должен был появиться в продаже с 1988 года под маркой Saturn 202 3 стерео, но не появился. Вот как выглядит его фотография. Тут можно увидеть небольшие внешние различия. Это шильдик на крышке блока головок. У этого магнитофона родная крышка не сохранилась. Поставил ту, что была. Вот тут, около сетевых кнопок, вместо подчеркивающей линии под надписями, появилась рамка. А выше нарисовалось гнездо для подключения лентяйки. Кнопка пауза изменилась внешне и стала включаться с помощью электромагнита, а не простым механическим зацеплением вот этой железяки. У кнопки «Запись» появился микровыключатель, ну и некоторые другие изменения в схеме. Как мне рассказывал один из работников завода, большая часть комплектующих была подготовлена еще в 1987 году.
Но в конце года на собрании было принято решение о срочном запуске в производство кассетного Сатурна. Так как в конце 80-х стало уже окончательно ясно, что эпоха катушечников уходит в закат, то развивать это направление дальше стало нецелесообразно. Поэтому все изготовленные комплектующие использовали в обычной второй модели. При этом даже на отпечатанных в типографии инструкциях к третьей модели тройку зачеркивали, ставили двойку и прикладывали к аппарату. Вот как раз перед вами такой несостоявшийся экземпляр. Выпускались они довольно долго. Насколько я знаю, по 300-360 штук в день. Встречал магнитофоны даже 92 года выпуска. В последних выпусках убрали автоматическое отключение от сети и, соответственно, пропала надпись на передней панели. Как говорят коллеги по увлечению, изготавливали аппараты даже на экспорт с надписями на английском языке, но сам я их не видел. На мой взгляд, для конца 80-х, а тем более 90-х, это был безнадежно устаревший магнитофон. Да и эпоха бобинников вступила уже в позднюю осень. Вот и осень, и дождь в окно стучится. Вот и осень, и улетают птицы. Вот оторвался от земли последний журавлиный клин, словно корабль, стартующий с земли. Мне снился сон, короткий сон, длиною в жизнь. Земля в цветах, земля в огнях, земля в тиши. Спасибо, жизнь, за праздник твой. Короткое свидание с землей. Осень жизни, она всегда внезапна. Осень жизни, как много дел на завтра. И все ж приходит день такой, когда, пройдя свой путь земной, уходим мы по Млечному пути. Мне снился сон, короткий сон, длиною в жизнь. Земля в цветах, земля в огнях, земля в тиши. Спасибо, жизнь, за праздник твой. Короткое свидание с землей. Мне снился сон, короткий сон, длиною в жизнь. Земля в цветах, земля в огнях, земля в тиши. Спасибо, жизнь, за праздник твой. Короткое свидание с землей. Вот и осень, и дождь в окно стучится. Вот и осень, и улетают птицы. Вот и осень, и дождь в окно стучится. Вот и